Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и сегодня я вам хочу показать, как обрабатывать лук-семейка в домашних условиях. Перед тем, как приступить к обработке лука, нам необходимо его почистить. Очищаем лишнюю шелуху, которая сдирается с него. И вот с этой вот стороны, где у нас расположен корень, есть вот такой вот кусочек твердый. Его просто-напросто ногтем или с помощью ножа необходимо удалить. И хвостик я обрываю только рукой. Ни в коем случае я ножом его не обрезаю. Разница в чем? Если обрезать ножом, лук взойдет на день-два раньше, чем если его не почистить, не отрезать. Но есть вероятность, что вы можете повредить луковицу. Поэтому я не советую вам этого делать. Пусть на день-два позже взойдет, но зато это стопроцентный вариант, что он зайдет у вас. И вот таким вот образом я почищу весь лук. Обрабатывать лук я буду с помощью марганцовки. Здесь у меня приготовлен концентрат марганцовки. Как я его готовлю? На 200 мл воды я добавляю 1 чайную ложку марганцовки. Он у меня растворяется. И вот такой вот концентрат у меня всегда под рукой. Очень удобно. И в течение лета он у меня весь уйдет. Теперь я добавляю в банку. Здесь вода у меня ровно 1 литр. И вот такой вот цвет я добавляюсь с помощью марганцовки. Вот такой вот цвет самый подходящий для лука. И теперь я сюда начинаю засыпать лук. В пустую банку я не советую засыпать, иначе вы побьете лук. Сразу воду вот так вот засыпаем, и ничего с ним не случится. И буду я его обрабатывать в течение 30 минут. В настоящее время существует масса составов и смесей для дезинфекции посадочного материала. Не каждая из них полезна для человека. Например, известный бренд добавляет в свои средства хлориды, а это бомба замедленного действия, которая попадает в человеческий организм, накапливается в нем, нанося неизлечимый вред. Чтобы уберечь себя от пагубного воздействия сильных реагентов и в то же время получить хороший результат, следует проводить замачивание лука в марганцовке. Прошло у меня ровно 30 минут, периодически я помешивал лук ложкой, и теперь, как видите, у нас уже цвет воды практически луковой. Теперь я эту воду солью и промою лук. Все, я лук промыл, здесь опять у меня литр воды, и теперь я буду использовать известный препарат деготь березовый. Очень хорошее средство от луковой мухи. И при этом это не химический препарат. Березовый деготь лучше разводится в теплой воде, поэтому у меня здесь 1 литр теплой воды градусов 50. И теперь с помощью ложки постараюсь его хорошенько размешать, насколько это возможно, потому что деготь очень плохо разводится в воде. Все я перемешаю сейчас хорошенько, и теперь нам осталось только сюда засыпать лук. И выдержу я лук в этом растворе ровно 30 минут. Что такое березовый деготь? Это древесная смола, содержит огромное количество полезных веществ, которые помогают противостоять различным заболеваниям и вредителям. Прошло у меня ровно 30 минут, не забывайте накрыть крышкой этот раствор, потому что он очень сильно имеет запах. И еще одно, не выливайте воду в раковину, раковина будет очень долго вонять. Лучше вылейте это куда-нибудь под смородину или еще куда-нибудь в огороде. Отгонит муравьев и других вредителей на долгое время. Промывать лук после применения дегтя не надо. Перешли мы ко мне в огород, и теперь производим посадку лука в открытый грунт. Расстояние между луковицами я держу 15 сантиметров. Если вам позволяет огород, то держите 20 сантиметров. При перекопке этого участка я использовал золу. Лук не любит кислые почвы. И поэтому я добавил сюда золу, так как зола у нас раскисляет почву. Заглублять при посадке лук не надо, иначе он может сгнить, поэтому верхушку всегда оставляйте над землей. Лук у меня посажен, и теперь нам осталось его хорошенько, обильно полить.
Не переживайте никогда, что вы перельете лук. Лук очень любит воду. Ну что ж, желаю вам всем хороших и больших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.